Корейские пирожки с мясом на пару. Начинаем мы с приготовления теста. Все пропорции я буду приводить в расчете на 6 штук пирожков. Мука нам потребуется в объеме 200 грамм. Мы закладываем ее в глубокую форму для перемешивания, делаем 4 углубления в муке и закладываем в эти углубления сахар в объеме половины столовой ложки и также соль в объеме 3 грамм. Также разрыхлитель 6 грамм и быстродействующие сухие дрожжи в объеме 7 грамм. Затем мы закрываем эти углубления и все хорошо перемешиваем. Удобно пользоваться для этого ложкой. Затем мы добавляем растительное масло в объеме 1 столовой ложки или же сливочное масло 15 грамм по вашему выбору. И затем добавляем теплую воду или же теплое молоко по вашему выбору, где-то около 100 мл. Но объем жидкости, добавляемой в тесто, всегда разный. Это зависит от жесткости воды, от качества муки, поэтому добавляйте воду по чуть-чуть, замешивая тесто. Сначала пользуйтесь для этого ложкой деревянной, и затем постепенно переходите при замешивании на руки и добавляйте по необходимости или муку, или же воду. Тесто мешайте где-то около 10 минут. Тесто должно стать мягким, то есть до мягкости самого теста. Тогда мы делаем из теста комок. И затем этот комочек мы должны будем с вами положить под пищевую пленку, то есть накрыть пищевой пленкой или натуральной дышащей тканью. И ставим на 1 час в теплое место. За это время мы подготавливаем начинку. Свиной фарш в объеме 200 грамм нам потребуется. Добавляем туда щепотку соли и сахар пол столовой ложки. Также молотый чеснок 1 столовая ложка или пол столовой ложки и немного черного молотого перца по вкусу. Также кунжутное масло 1 столовая ложка, если нет, можно заменить на растительное, и соевый соус в объеме 1,5 столовой ложки. Если хотите, чтобы хлеб не имел желтый оттенок, тогда пропустите соевый соус и просто добавьте больше соли. И отставляем пока замаринованный фарш в сторону. И нарезаем овощи. Нам потребуется 1 маленькая луковица, немного моркови, 3 стручка зеленого лука и где-то около 100 грамм капусты. Набор овощей может меняться по вашему вкусу и усмотрению. Можно, например, добавить грибы. И лук мы нарезаем мелкими кубиками. Затем зеленый лук мы с вами нарезаем тонкими кольцами. Затем мы должны будем нарезать морковь. Морковь мы сначала нарезаем тонкими кусочками, затем тонкой соломкой и затем маленькими кубиками. То есть мы стараемся нарезать овощи мелко, но не слишком. И теперь капуста. Мы ее тоже нарезаем относительно маленькими кусочками. Теперь нам нужно предварительно обработать овощи, а именно мы нагреваем сковороду без масла, закладываем туда подготовленные овощи и готовим на среднем огне, помешивая. Мы должны вывести воду из овощей. Добавляем в овощи щепотку соли, перемешиваем и также добавляем черный молотый перец по вкусу, который, если не хотите, то можно и пропустить. Все это мы перемешиваем, и, как я и говорила, мы овощи должны с вами доготовить до такого состояния, что они станут мягкими и немного уменьшатся в размере, то есть мы выводим из них воду. Затем, когда овощи остынут, мы смешиваем овощи с прежде подготовленным фаршем. Перемешиваем и пока отставляем в сторону.
За это время уже должен был пройти, наверное, 1 час, и мы возвращаемся к тесту. Тесто должно было вырасти вдвое, но все зависит от температуры, в которой оно было. Мы немного придавливаем тесто, чтобы выпустить из него газ. Затем мы перекладываем тесто на доску. Нам нужно будет поделить тесто на части. Мы его вот таким вот образом вытягиваем в форму удобную для того, чтобы тесто поделить, и затем делим на 6 равных частей, так как все наши пропорции приведены на 6 пирожков. Теперь каждый из полученных кусков нам нужно будет с вами сложить в комок, как мы это делали в начале, перед тем, как ставить тесто в теплое место. Мы складываем 6 комочков, точно так же, как мы делали комочек в самом начале. И затем мы опять накрываем пищевой пленкой или тканью и ставим в теплое место на 15 минут. Через 15 минут мы достаем комочки и закладываем в тесто начинку. Для этого каждый комочек мы берем, расплющиваем его ладонью и затем уже пальцами, вращая кусочек теста по кругу, мы его немного растягиваем. Затем помещаем полученный кусок из теста себе на ладонь, делаем как бы углубление лодочкой и столовой ложкой порционно начинаем закладывать туда начинку. Нужно постараться заложить начинку как можно больше, но смотрите, чтобы тесто от напряжения не порвалось с противоположной стороны, которую вы в данный момент не видите. Затем, заложив возможное количество начинки, мы должны будем собрать тесто и скрепить его с этой стороны. Не волнуйтесь, если это получится не слишком красиво. Вообще оно не будет склеиваться, достаточно просто и придется приложить усилия. И затем выровняйте форму шарика, и мы получаем форму будущего пирожка. Заложив начинку во все 6 кусочков, мы ставим комочки с начинкой на 30 минут в теплое место. Не обязательно их накрывать, достаточно просто держать в теплом месте, например, на кухне. За это время мы доводим воду до кипения и устанавливаем стимер-пропариватель, тот, который у нас есть. У меня вот такая железная установка, у вас может быть бамбуковый стимер. И смазываем поверхность растительным маслом или используем специальную для пропаривания, специальную для пропаривания бумагу, которая подкладывается. И закладываем наши пирожки. У меня помещается только 3. Посмотрите, чтобы между ними было достаточно много пространства, чтобы они не слиплись. И затем очень важно, чтобы крышка была завернута тканью, натуральной тканью, чистой куском, чтобы эта ткань вбирала в себя влагу при пропаривании. И пропариваем 15 минут. Через 15 минут мы получаем уже наши готовые пирожки. Смотрите, какие же они красавцы. Будьте аккуратны, не обожгитесь паром. И сами пирожки тоже достаточно горячие. Поэтому, когда будете их вынимать, то воспользуйтесь, например, ложкой или азиатскими палочками. В общем, помогите себе чем-нибудь, но постарайтесь не повредить форму пирожка, хотя он будет уже упругий, но в то же время и мягкий. Вот такую красоту мы с вами получаем. Эти пирожки, они достаточно популярны в Корее. У них, кстати говоря, есть еще и сладкая версия с начинкой из красной фасоли. Мы, кстати, с вами уже готовили блюдо из красной фасоли. Может быть, приготовим и эти пирожки с их сладкой вариацией. Если вы хотите, чтобы мы это сделали, оставляйте об этом комментарии под видео. Лайкайте, подписывайтесь, приятного вам аппетита и не пропустите видео с новыми рецептами.